Добрый день, друзья! С вами Павел Григорьевич и компания Вилон Про. Сегодня мы вам покажем новый способ укладки сухой системы водяного теплого пола. Укладывать систему мы будем на клей-пену. Сейчас мы вам покажем, как это происходит. Предварительно мы уложили маты теплого пола согласно схеме раскладки. И сейчас мы их приклеим. Стартуем от входа, стыкуем их с матами в кухне, потом клеим в обратном порядке. Примеряем стартовый лист. Наносим полиуретановый клей. После этого нужно подождать 2-3 минуты, пока клей набухнет. В видео мы эти моменты вырезали. Главная задача плотно прижать лист в первые моменты, когда он приклеивается. После этого клей-пена схватывается и можно продолжать. Прихожая готова, переходим к следующему помещению. В данном случае систему мы крепили на клей-пену, так как в стяжке проходят провода, трубы отопления и водопровода.
Если это требуется, то систему можно крепить на пластиковые грибки, как это мы делали в предыдущем видео. Маты теплого пола уложены, теперь можно укладывать теплораспределительные пластины и укладывать трубу водяного теплого пола. Теплораспределительные пластины уложены. Настает черед трубы. Укладываем трубы. И можно приступать к укладке сетки металлической и последующей укладке плитки. Приступаем к укладке трубы. Вот так 26 метров теплого пола уложены за полдня. Осталось подключить гребенку и термодатчики. Продолжаем работы по организации водяного теплого пола в квартире. Теплый пол сухого монтажа. Настал черед укладки плитки. Плитку мы укладываем на слой грунтовки, грунтуем клеем. Предварительно поверхность прогрунтована грунтовкой бетон-контакт компании Зерезит. Имеет она такой вид. Вся пыль, которая могла быть на поверхности, связана. Имеет хорошую адгезию. В слое клея будет замоноличена сетка металлическая 0,8 мм толщиной, ячейка 10 на 10 мм. Ну и расскажем вам, как это происходит. Перед укладкой сетки наносится первый слой клея. После этого будем укладывать сетку. Отрезаем кусок сетки под укладку на поверхность длиной 3,10.
Укладываем сетку, подрезаем ее по углам. Вот так получаем ровную, готовую к укладке плитки поверхность. Минимальной толщиной. Перепад по уровню не более 3 мм. Так продолжаем по всей квартире. Хотим сказать, что данный способ укладки плитки подходит только для крупноформатной плитки размером 600 на 600 или около того. Плитка размером 400 на 400 и меньше укладывается через лист ГВЛ или магнезитовую плиту. Если стоит задача положить плитку небольшого формата, меньше чем 400 на 400, или линолеум, то перед укладкой плитки или линолеума укладывается магнезитовая плита. По краям она плотно приклеивается к системе. Стыки проклеиваются. После этого можно укладывать линолеум или плитку. В этом случае мы получаем плавающий пол, который не связан напрямую с системой теплого пола, но служит надежным основанием. Сетку везде уложили, клей застыл. Теперь можно приступать к укладке плитки. За вчера часть уже положили. Плитка такого формата. Кладем традиционным способом на 12 гребенку. Теплый пол работает у нас от гребенки с регулировкой комнатными термостатами. Вот так выглядит регулировка. Температуру можно задать термоголовкой. Гребенка подключена к газовому котлу. А вот так выглядит комнатный термостат. И мы регулируем температуру в каждой комнате и каждого контура. Клей наносим под 10-ю гребенку.
Хочу заметить, что при данном способе укладки плитки на минимально тонкий слой с сеткой менее 5 мм следует предусматривать температурные компенсационные швы, каждые 6 квадратных метров площади пола. Эти швы следует выполнять с помощью цветного силикона в цвет затирки. Также компенсационный шов следует делать по периметру квартиры для исключения растрескивания затирки. Вот так вот плитка уложена, затерта, установлена мебель, в квартире уже живут люди. Приступило время к запуску системы водяных теплых полов. Посмотрим, как она будет запускаться, насколько долго прогреваются полы. Проверять мы это будем с помощью тепловизора. Можно посмотреть, как спроектирована система. Все подключено к газовому котлу. Вот сейчас мы смотрим тепловизор. Температура на поверхности такая же, как и на стенах, 20 градусов. На нагрев работали батареи. Дальше запустим котел, включим гребенку и посмотрим, как происходит нагрев. Температура подачи 32 градуса. Время без 15:12. Система запущена. В течение 10 минут температура пола поднялась на 2 градуса. Это мы видим в тепловизор. Также в тепловизор будем наблюдать за подальшим нагревом пола. Хочется отметить, что между холодными участками и горячими разница всего 2 градуса, что неощутимо ногой, когда мы ходим по полу. Также хочу отметить, что в нижней квартире еще не живут люди. Прошло 20 минут, температура пола выросла до 25 градусов. То есть в течение получаса пол нагрелся на 5 градусов. Он уже ощутимо теплый. В самых холодных участках, там где у нас есть петли, температура может отличаться на 4 градуса. Сама труба, как мы видим, 24,5, между ними на градус меньше. Подождем еще немного и посмотрим, как нагревается пол. В том месте, где стоит унитаз, теплый пол не предусмотрен. Там есть холодное место, температура 15 градусов. Поэтому своим заказчикам, если есть такая возможность, мы стараемся устанавливать унитаз на силикон-клей и также устанавливать под ним теплый пол. Прошло полчаса. Температура системы 27 градусов. За 40 минут пол нагрелся до комфортной температуры, что невозможно в традиционных системах со стяжкой. Данная система позволяет максимально эффективно регулировать всю систему нагрева и с помощью точного регулирования экономить. Такая экономия может достигать до 10%. Под холодильником теплый пол также не установлен.
Теперь перейдем к системе, на которую уложен ламинат, и посмотрим, как он работает. Ламинат укладывается прямо на систему теплого пола через теплопроницаемую подложку из войлочных листов или геотекстиля. Наша задача не запереть тепло в системе, а вывести его наружу. Сейчас мы заехали на наш объект, на котором уложен ламинат. Вот гребенка. Температура подачи 30 градусов на ветке подачи. Температура на кранах 36 градусов. Это подача. 36-38. Посмотрим в тепловизор, как себя ведет теплый пол при покрытии его ламинатом. Смотрим на теплый пол. Температура на поверхности 27 градусов. Между трубами 26,5, 25. На поверхности трубы 26,5 градусов. Сейчас фокусируемся тепловизором. Самый холодный участок 24,5 градуса, там, где у нас нет теплораспределительных пластин. Но вместе с тем тепло на поверхность выходит от соседних участков. Ногами такие участки не чувствуются, но видны в тепловизор. Самый холодный участок отличается не более 2,5 градусов. Вот у нас ламинат в коридоре. Здесь температура ниже, потому что коридор отапливается меньше. Это отрегулировано на гребенке. Вот так, друзья. Сегодня мы вам рассказали о том, как укладывается финишное покрытие на систему водяного теплого пола без стяжки. Показали, как это выглядит в тепловизор. Постарались рассказать о всех нюансах. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях. Мы с удовольствием постараемся на них ответить. Также хочу сказать, что в последнем видео, где мы показывали систему с укладкой ламината, это был офис площадью 200 квадратных метров. Отапливается он только с помощью данной системы и теплового насоса. До встречи в следующих видео. Пока-пока.